От пациентки. Более года повышенное давление, онемение правой руки, постоянные головокружения, особенно после того, как встанешь при поднятии по лестнице. В наклонах темнеет в глазах, шум, пульсирующий и шипящий, в ушах, в голове, постоянная усталость, периодическая бессонница. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 44 лет. Дата исследования 16 мая 2024 года. Область исследования – головной мозг. Сканирование в сагитальной плоскости не представлено, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 9 мм, третий желудочек до 4 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние до хиазмы 7 мм. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Высота гипофиза 2 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастомы-жечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Краниоспинальный переход. Справа миндалины мозжечка пролоббируют в затылочное отверстие на 5 мм, слева на 3 мм. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флейры-очаги размерами до 3-4 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциркуляторного характера. Расширены переваскулярные пространства верхнего робина. Данных за наличие АЭ-МК и объемных образований головного мозга не получено. Заключение. МР картины дисциркуляторной энцефалопатии пустого турецкого седла, эктопии миндалин мозжечка. Рекомендована консультация невролога. 30 мая 2024 года. К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. У вас есть признаки повреждения мелких сосудов головного мозга, так называемая цереброваскулярная болезнь. Также есть признаки повышения внутричерепного давления и миндалины мозжечка, расположены ниже обычного. Все это формирует жалобы, что вас беспокоит. С одной стороны, жизни это не угрожает, но и качество ее снижает. Вам нужно к неврологу обратиться.